Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Париж, неделя моды. Здесь в один из дней марафона показов состоялась презентация новой коллекции дома Chloé «Осень-зима 2026-2027». Место действия – бетонный зал штаб-квартиры ЮНЕСКО. Пространство, которое сложно назвать уютным или мечтательным. Холодный брутализм здания кажется полной противоположностью миру Chloé, полному нежной романтики, свободы и богемной эстетики. Но именно это сделало шоу еще более эффектным. На фоне стены с проекцией пустынного пейзажа модели выходили на подиум, рассекая длинными юбками туманную дымку. Атмосфера показа напоминала сон, где встретились пастушка, рок-музыкант и смелая путешественница из 70-х. Гости словно оказались в каком-то фантастическом месте между голландской деревней позапрошлого века и фестивалем Вудсток. А все потому, что в этом сезоне креативный директор Чимена Камали решила пойти дальше привычных для стиля бохо, рюши и флористических мотивов. Ее доска вдохновения была похожа на настоящий музей культурных образов и исторических отсылок. На мудборде дизайнер разместила фотографии голландских народных костюмов с кружевными чепчиками и корсетами, украшенными цветочным принтом. А еще снимки литовских конкурсов длинных волос, архивы Chloé эпохи Карла Лагерфельда, фотообразы британской певицы Кейт Буш, еще юной актрисы Брук Шилдс, супермодели Кейт Мосс из 90-х, молодых Сьюзан Сарандон и Джонни Митчелл. На первый взгляд, вся эта смесь вам может показаться случайной. Но на подиуме из нее рождается вполне цельная история о памяти, о душевном тепле, о традициях и вещах, которые передаются из поколения в поколение. Ведь не случайно модная линейка на осень получила название «Преданность». Сегодня Камали говорит не о любви и не о мечтах. Речь идет о преданности ремеслу, ручному труду, наследию мастеров. В эпоху высоких технологий, искусственного интеллекта и стремления к футуризму дизайнер задает нам простой вопрос. А что, если самое ценное уже существует? Ответ вы найдете в новом гардеробе Chloé, где есть и вышивка, и вязание, и лоскутное шитье, и более сложная ручная работа. Каждый наряд здесь словно напоминает, что за одеждой по-прежнему стоят люди, их навыки и время. Первые выходы сразу задали тон всему показу. Как вы уже успели заметить, друзья, Камали открывала шоу многослойными юбками из муслина, нежность которых уравновешивали кожаные ковбойские сапоги и шерстяные жакеты, где акцентные плечи последних и съемные кокетки отсылают к старинным традиционным костюмам. Следом Чимена заправляла цветные кожаные брюки в цветные же ботфорты с меховыми отворотами. Дальше выводила на подиум полупрозрачные платья, похожие на домашние ночные сорочки, и модели с пышными подъюбниками, где на пошив каждого ушло не менее 25 метров шифона, что наглядно показывает масштаб работы и любовь бренда к объему. Словно наполненные воздухом наряды с рюшами и викторианскими воротниками дизайнер разбавила уже фирменными лаковыми тонкими пуховиками. В целом, группа верхней одежды вообще сильная сторона креативного директора. Она обожает палантины, пальто всех мастей. Сегодня, к слову, отличились модели в яркую клетку и с высоким воротом. А еще кейпы в разных вариациях, куртки на овчине и мохнатые шубы. Не забыла дизайнер включить линейку на осень, знакомые нам по прошлым коллекциям свободные в бедрах брюки-шаровары и более узкие джинсы. Из новых моментов – очаровательный кардиган ручной вязки и стеганые юбки с очень мелким цветочным принтом, которые лучше носить с серыми шерстяными чулками и сабо на высокой платформе. По итогу получился образ главной героини, которая одновременно может жить на ферме, писать стихи и выступать в рок-группе. Ее историю Камали гармонично дополняет аксессуарами, среди которых помимо названной ранее обуви я отмечу керамические подвески, ремни с массивной металлической пряжкой, где ноги бегущих лошадей складываются в логотип бренда. Тонкие золотые спиральки, вплетенные в волнистые локоны, будто девушки только что распустили косички. И, конечно же, сумки. Меховые и кожаные, из роскошного бархата, либо из практичного плотного канваса. И даже в цветочек. Многие были украшены брелоками и декоративными деталями так, словно каждая хранила воспоминания о путешествиях. К цветовой палитре коллекции мягкое, уютное настроение теплых тонов то и дело нарушают яркие краски. Кому-то из вас наверняка больше понравятся наряды в мягкой, спокойной пастельной гамме. Кто-то выберет персиковый, деликатный молочный или кремовый цвет. Кому-то будут ближе нежный сиреневый, голубой или бежевый.
Кто-то остановится на карамельном, табачном, либо на одном из винных оттенков. А может, отдаст предпочтение в пользу оранжево-красного, желтого, синего электрик или сочного зеленого. Для модного гардероба Камали нам предлагают взять всего понемногу. Рассуждая на тему общего впечатления о новой осенне-зимней коллекции бренда, хочу сказать, что она получилась очень эмоциональной и искренней. В ней есть свой собственный стиль, есть уважение к истории, к ремесленному мастерству. В образах хорошо ощущается смесь пасторальной ностальгии и хиппи-идеалов. Дизайнер умело превращает простые и знакомые вещи в актуальные современные тренды, а деревенские мотивы в настоящий богемный шик. Правда, местами, к примеру, обилие слоев и декоративных деталей начинало повторяться от образа к образу, будто одну и ту же идею показывали в разных вариациях. Также иногда отвлекали внимание массивные объемы, которые порой доходили до фарсовых размеров, визуально прибавляя фигуре добрых 20 кило. Во время шоу было заметно, что модели чувствовали себя в такой одежде неловко, даже нелепо, чего, разумеется, быть не должно. Но все это лишь отдельные моменты. Чимена Камали не стремилась сегодня удивить публику радикальными экспериментами и не пыталась изобрести новую моду. Ведь не случайно коллекция называется «Преданность» людям, традициям, естественной красоте. Приятного просмотра, дорогие мои! С интересом жду ваше мнение о модном гардеробе Chloé в комментариях. На мой взгляд, здесь очень много стильных вещей, которые хочется носить не ради минутного хайпа, а просто для себя. Спасибо, друзья, за поддержку канала лайком, подпиской, добрым словом. Всем только хороших, позитивных, добрых эмоций и не скучного, солнечного настроения.